Приветствую вас на своем канале. Сейчас я пробежалась по полочкам стеллажа, просмотрела теплички с листиками, с детками, полила их и хочу снять видео, заодно рассказать, показать важные моменты о поливе. Укореняются у меня черенки с детками, как я уже сказала, в теплице. Использую ее в любое время года, и зимой, и летом. Мне нравится, как листики укореняются, как детки развиваются в теплице. В ней оптимальный микроклимат, и все замечательно растет. Когда только детки проклюнулись, тепличку я сразу не убираю. Лист с деткой продолжает расти у меня дальше в теплице. Практически до рассаживания. Это мне упрощает полив, надолго сохраняется влажность, и я не думаю о пересушке. Проблем с этим нет. То есть у меня минимум времени уходит на полив. Полила я, закрыла крышку теплицы, и где-то дней 12 я сюда не заглядываю. Если теплицу не использовать, то, смотрите, в прохладное время года полив, конечно, сокращается, и где-то придется поливать раз в 3-4 дня. А вот летом, когда стоит сильная жара, когда температура слишком повышена, то поливать придется практически каждый день. Так что тепличка очень выручает в этом плане. Но имейте в виду, если лист с деткой еще маленькие, у них, соответственно, не так развита корневая система, и воды они будут поглощать меньше, и просыхать они будут дольше. Вот, к примеру, такой вот черенок с деткой, конечно, потребует минимум полива. В отличие от такого вот экземпляра, показываю вот для примера, вот такой черенок. Он уже, кстати, сам подрос за время укоренения, был он намного меньше, когда я его укореняла. И вот он уже выдал целый лес деток. Детка уже, одна из деток вот зацвела, как можете заметить, их уже вообще давно надо отсадить по отдельности. Обязательно этим займусь в ближайшее время. Вот такой экземпляр, черенок с детками, конечно же, потребует больше к себе внимания, поливать их придется чаще, и просыхать они будут быстрее, в отличие от таких вот черенков. Вот это, кстати, заодно покажу вам очень красивый сорт ЯК Жара, и вот такие вот у него пестролистные детки. Не подумайте, это не пожелтевшие, не пропадающие детки, это такая вот пестролистность. Сорт Коршуновой Жара. Очень красивый, насыщенные красные цветы с венозным рисунком. Как зацветет, обязательно сделаю обзор. Поэтому детки, которые покрупнее или вот отсаженные уже такие вот розеточки, детки, листва у них больше нарощена, облиственные они будут требовать к себе больше внимания, то есть придется их поливать почаще, и просыхать они будут быстрее. Теперь о самом поливе. Поливаю я аккуратно, листики и детки аккуратно по краю стаканчика, по всему периметру, сверху, со всех сторон. Для этого у меня есть вот такая вот поливалка с таким вот узким носиком. И вот так вот я аккуратно по краю стаканчика со всех сторон поливаю их. Очень удобно поливать такой вот лейкой. Вытянутый носик небольшой, он пролезет вот так вот под любую облиственную розеточку, и очень удобно поливать, не повредив листву. Не надо ничего приподнимать. Все замечательно поливается, чтобы листва не повредилась.
Кому интересно, на канале у меня есть видео, как сделать такую вот поливалку. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Делается очень легко, быстро и очень удобно работать такой вот лейкой. Если поливать напрямую, прям с горлышка, с бутылки, то за один раз вы можете выплеснуть очень много воды. Тем самым вы просто зальете детку или черенок. Поэтому такой вот лейкой очень удобно пользоваться. Вы сами регулируете этот полив, и за раз вы много воды не дадите. Очень удобно. Теперь о самом главном. Когда вы поливаете, вы заметите, как вода стекает по стенкам стакана со всех сторон, и грунт увлажняется. Когда детка полита, субстрат будет темный, и по весу стаканчик будет тяжеловат. Высохший грунт, он будет светлый и легкий. Просто приподнимите стакан, и вы заметите разницу. С пересохшим грунтом полив будет затруднен, поэтому желательно не допускать пересушки, так как вода просто сразу при поливе вытечет в дренажные отверстия. Сухой субстрат ее просто не задержит, не впитает в себя. Земляной ком останется сухим, поэтому понемногу придется отпаивать таких вот деток. Совсем по чуть-чуть, за несколько раз давать небольшую порцию воды, чтобы земляной ком увлажнялся. В теплице у меня таких проблем нет, земляной ком всегда влажный. Вот хочу еще показать. Как можете заметить, конденсат присутствует. В этом нет абсолютно ничего страшного. Я теплички такие не проветриваю, только когда уже приходит время поливать листики, детки, я, конечно же, открываю теплицу, и вот в это время они как бы проветриваются. Специально я по графику, так сказать, не проветриваю, не открываю крышки. Ну, если хотите, то можете промакивать этот конденсат просто салфеткой, убрать его, либо до конца просто не закрывать саму крышку, а оставлять такой вот открытую край, чтобы был доступ воздуха, и тогда конденсат не будет так скапливаться. Но я всегда вот так вот выращиваю, все замечательно растет, развивается, никак это не вредит листикам, тем более вот он по одной только стеночке, как можно заметить. Дальше вот его уже нет, тепличка вот сухая, как видите, только вот с этой стороны скапливается. Ну, в этом нет абсолютно ничего страшного. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, будем их разбирать. И до новых встреч. Всем пока!